Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня делюсь с вами очень вкусным, сытным местным блюдом из турецкой кухни. Готовить будем такие небольшие шарики из фарша. Называются они сулу köfte. И подавать их будем с ароматной сочной подливкой. Прекрасное дополнение к любому гарниру. Вкусно, сытно, ароматно. Кроме того, я покажу, как можно подавать такое вкусное блюдо с двумя разными соусами. Первый соус томатный, готовится на основе томатной пасты. И второй сливочный соус, готовится на сливках либо сметане. А теперь обо всем поподробнее. Для приготовления шариков нам понадобится полкилограмма мясного фарша, 1 крупная луковица, 1 куриное яйцо, 2 столовые ложки панировочных сухарей либо манки, соль, перец по вкусу и немного зелени петрушки. К фаршу я добавляю перец, соль, сухой чеснок и измельченный лук. Лук я люблю измельчать с помощью блендера. Добавляем 2 столовые ложки панировочных сухарей, 1 куриное яйцо, немного измельченной зелени петрушки и тщательно вымешиваем фарш до однородной структуры. Когда фарш вымешали, теперь хорошенько отбиваем его. Берем ладонью фарш и бросаем обратно в миску. Весь процесс перемешивания и отбивания фарша должен занять около 5 минут. Теперь от фарша отщипываем небольшой кусочек. Размер выбирайте сами, но мне нравится помельче. Я беру как половинку грецкого ореха. Формируем шарик. В итоге из полкилограмма фарша у меня получилось 50 маленьких шариков. Выкладываем их на доску, а затем отправляем в холодильник на 1-2 часа. Хотя делать это не обязательно, можно готовить сразу. Готовые шарики я выкладываю на разогретую сковороду. Обжариваем на среднем огне в небольшом количестве растительного масла. Шарики я делю пополам для удобства приготовления. То есть обжариваю сначала одну половину шариков, затем следующую. Мясные шарики должны слегка подрумяниться. Встряхиваем сковороду, чтобы их перевернуть. Если нужно, используйте вилки. Когда шарики подрумянятся, убираем их в отдельную посуду. Далее готовим томатный соус. Для его приготовления нам понадобится 1 столовая ложка томатной пасты, 1 столовая ложка сливочного масла, соль, перец по вкусу, сахар и 200 грамм горячей воды. В сковороду, в которой готовились шарики, растапливаем 1 столовую ложку сливочного масла. Добавляем томатную пасту и хорошенько перемешиваем. Тушим около 1 минуты на среднем огне. В полученную массу вливаем 200 грамм горячей воды. Снова хорошенько перемешиваем. Вместо томатной пасты можно брать измельченные свежие помидоры. Солим, перчим, добавляем любые приправы. Я обязательно добавляю 1 столовую ложку без горки сахара, чтобы урегулировать кислотность. В готовый соус высыпаем шарики, равномерно распределяем по всей сковороде и накрываем крышкой. Убавляем огонь до минимума и тушим около 7 минут. Блюдо готово, оно получилось очень ароматное, сочное. Мясные шарики в томатном соусе получаются с приятным кисловатым вкусом. Сами шарики плотные, сочные. Подавать я их люблю с рисом. Для этого отвариваю рис до готовности, сливаю воду, добавляю маленький кусочек сливочного масла и хорошенько перемешиваем. Солим по вкусу. К тефтелям добавляем зелень. Выкладываю рис на тарелку, делаю углубление и высыпаю туда мясные шарики. Прекрасная альтернатива котлетам. Здесь у нас и мясо, и подливка. Вкусно и сытно. Второй соус сливочный. Для его приготовления нам понадобится 1,5 столовые ложки муки, 150 мл сливок, либо сметаны,
1 столовая ложка сливочного масла и 2 стакана горячей воды, можно бульона. Соль, перец по вкусу. Готовим фрикадельки точно так же, как я показала. Отщипываем небольшие кусочки фарша, обжариваем на разогретом масле с 2 сторон и выкладываем в отдельную тарелку. В этой же сковороде растапливаем сливочное масло. Всыпаем муку, хорошенько перемешиваем и обжариваем примерно минуту. Теперь добавляем сливки. У меня сливок не было, я заменила на сметану. Получилось также вкусно. Теперь вливаем горячую воду, хорошенько перемешиваем. Важно, чтобы сливки либо сметана, которые вы будете использовать, были комнатной температуры. Если подавать сразу с холодильника, они свернутся. Солим, перчим по вкусу, добавляем любые приправы. Выкладываем на сковороду обжаренные фрикадельки. Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и тушим около 7 минут. Затем посыпаем зеленью и подаем с любым гарниром. Фрикадельки в соусе, неважно, будь то томатный, либо сливочный, получаются очень сочными, плотными, с насыщенным мясным вкусом. Томатный соус с легкой кислинкой. Сливочный более мягкий и нежный по вкусу. Мне больше нравится именно сливочный, он очень нежный. Друзья, а какой из 2 рецептов соусов понравился вам? Пишите в комментариях. Возможно, у вас есть свои идеи, что можно добавить или изъять из этого рецепта. Всегда рада читать ваши советы. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.